Лебединый озеро. Пруд. За 100 мл будьте готовы отдать 125 евро. Запах библиотекарши. Повейте огурцами, и все будет хорошо. Как будто бы баночка для стеклоочистителя. А чё нет? Попшикал, пошел купил новые. Всем привет, с вами Приемс Пейблескус, и это уже ваша любимая рубрика «Парфмания», или простым языком «Обзорщина» или «Распаковка». Когда люди ищут запах чистоты, они очень часто совершают ошибку. Они приобретают дешевый масс-маркет, и в итоге они разочаровываются, потому что они пахнут либо как дешевый стиральный порошок, либо просто как освежитель воздуха. Но сегодня, как вы уже знаете, мы с вами будем разбирать буквально пару флаконов. На моем столе, как я уже ранее говорил, буквально пару штук. Эти все флаконы прислали мои подписчики и подписчицы. Они сказали: Приемс, оцени давай тем, чем мы пшикаемся. В принципе, буду оценивать ваш шлейф. Но, как вы знаете, в этой рубрике мы чуть-чуть рассказываем про сам бренд, мы рассказываем, вернее не мы, а я рассказываю свои ощущения, даю свою оценку, говорю какой рейтинг и какая, естественно, стоимость. Плюс не забываем, что у нас внутри. Погнали! Я сегодня в цветочном, можно сказать, наряде. И вы, может быть, скорее всего, подумали, что сегодня мы будем с вами открывать и слушать что-то цветочное. Но нет, у нас сегодня выбор будет велик. Не будем томить ни вас, ни меня, потому что мне интересно и вам тоже. Будем выбирать сразу первый. Первое, то, что ближе ко мне, как всегда, я беру, это у нас Мелогранна Санта Мария Новелла. Интересно, вот такой вот. Упаковка картонная. Сразу будем открывать. Это у нас... Понятное дело, что Флоренция, Италия, итальянский бренд. Самый старый парфюмерно-аптечный дом в мире, ему более 800 лет. Все начиналось с монахов-доминиканцев, которые выращивали травы и делали лечебные настойки. Это очень интересно. В 16 веке они создавали первые духи на спиртовой основе для королевы Франции Екатерины Медичи. Этот бренд — живая история, они до сих пор бережно хранят рецепты средневековья. Вот это, кстати, заинтриговали. Аромат задал мировой тренд на аристократичное, чисто мыльное звучание. Именно эти духи были у Весперлин в фильме «Казино Рояль». Представляете? Мы сейчас с вами будем слушать, и я буду говорить свои ощущения. Легкий взмах. Ох, 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 ах и ах. Ну, то, что это траволечебные духи, возможно. Я вам скажу так, вот что я сразу вижу в своей голове. Я почему-то чувствую хозяйственное мыло, полынь. Это реально вот какие-то вот аптечные такие травяная такая основа этих духов. И как будто бы там есть ваниль, потому что чуть-чуть сладость присутствует. Эти духи прекрасно подойдут на какой-то выход в такой, знаете, вот театральный, не кино, а театр, на какой-нибудь балет. Вы можете спокойно хотя бы даже на Щелкунчика сбегать. Либо на Лебединое озеро, как говорится, окунуться в этот Лебединый озеро. Пруд. Официальное описание гласит, что аромат теплого гостеприимства, олицетворяющий богатство, элегантность и утонченность, с уникальным пудрово-гранатовым сердцем. Вот это, слушайте, даже, я вам скажу, заинтриговали они второй раз меня, получается. Что мы с вами делаем дальше? Дальше мы с вами смотрим пирамиду, что внутри. Вот я сказал уже свои ощущения, а сейчас смотрим. Там у нас бергамот, горький апельсин, гранат роза, интересно, ирис, иланг, дубовый мох, пачули и ваниль. Ну, ваниль я свою любимую, которую, вы уже знаете, можно сказать, обожаю. Микс, я вам скажу, крупный, тяжелый, но и сами эти духи, они не легкие, то есть они не такие, то, что они воздушные. Они вот про элегантность, про сдержанность, про конкретную сдержанность. То есть сдерживайте себя. Да? В клуб с ними, угу, ага, нет. Мы дальше с вами должны знать, сколько у нас стойкость. А стойкость у нас от 5 до 6 часов. Ну, неплохо, но могли бы, конечно, и покрепче они сделать эту стойкость для нас с вами.
Но еще ремарка, чисто женские духи. Это чисто женский парфюм. И не удивляйтесь, что у меня будет много женского парфюма, потому что меня в основном смотрят подписчицы девушки. Значит, рейтинг. Рейтинг у нас, я вам скажу, ну, я, наверное, поставил бы больше, но не суть. 4 из 5. То есть вот так вот парфюмеры у нас оценили этот парфюм. Ну, по мне он очень элегантный и необычный. На самом деле он необычный. И вы должны понимать, сколько 100 мл вот этого прекрасного флакона будет стоить. У него цена фиксированная. То есть это значит, что скидочку вы не найдете. За 100 мл будьте готовы отдать 125 евро. Цена, как вы уже знаете, это у нас уже идет люкс-класс. Потому что люкс-класс у нас начинается от 80 евро и до 180. Вот, теперь пришло время моей оценки. Не что же я, а как я оценю этот прекрасный парфюм. Элегантность, сдержанность, красота неописуемая. Я поставлю... Сегодня не знаю. Сегодня я решил так. Я поставлю 7 баллов этому парфюму. Это подходит действительно для интеллигентных, воспитанных, вот для таких вот девушек. В принципе, это все девушки этой планеты. Запах библиотекарши? Нет, библиотека. Кстати, возможно, старой библиотекой пахнет. Возможно, кстати, книжными такими полками. Возможно. Что, двигаемся с вами дальше. И дальше мы берем... Прекрасные ко мне в руки попали Dinky Be Delicious. Чуть-чуть легкий English у нас с вами. Так, крафтовая, простая, кстати, бумага. То есть вы уже тоже должны знать и понимаете, что это у нас ремарочка, потому что мы это убираем отсюда, назад. Потому что нам это еще надо обратно возвращать подписчице. Мы уже знаем, что Dinky это у нас какой класс духов? Это дизайн, то есть классика у нас идет. Вот такая вот интересная, миниатюрная, кстати, возможно, я думаю, это даже очень удобно в путевку брать. Dinky у нас расшифровывается как Donna Karan New York. Это у них коллекция, которая нашумевшая 2000 года, такой вайб идет, как яблоко. То есть у нее идет форма яблоки. И эти духи, в принципе, история маленькая в том, что они дают огласку на вот какой-то 2000-е года. Легкий хайп. Ну что, будем с вами слушать? Посмотрим, что у нас тут внутри, кстати, даже. Тут его надо еще правильно закрыть. Ох, ах. Однозначно, как будто там есть яблоко, груша. Вот напоминает какой-то фрукт. Нет, ягоду. То ли арбуз. Это было бы странное сочетание груши, яблока, арбуза. Мне кажется, там есть какие-то цветочные, возможно. Но там есть сахар, как будто, может, корица есть. Интересно, такой легкий, вот я как сказал, летний прям запах. Давайте будем с вами смотреть, что нам говорит сам производитель. Именно об этом конкретном флаконе. Значит, сам производитель нам говорит, что это у нас яркий, свежий, энергичный аромат, вдохновленный атмосферой Нью-Йорка. Естественно, Dinky, мы как знаем с вами. Бренд заявляет, что это праздник индивидуальности, рожденный в ритме большого города. Возможно, если он такой динамичный, энергичный, то есть вот этот вот поток людей, то есть большого мегаполиса, возможно. Интересно. Все, я понял, что там внутри. Я понял, это огурец. Мне кажется, не груша. Мне кажется, вот этот вот, как у Луи Виттон сейчас есть, вот этот огуречный такой, вот что похоже. Схожий с Луи Виттон, кстати, новой коллекции. Интересно. Значит, что у нас внутри? Пирамиду. Смотрим с вами быстро. Это у нас огурец, грейпфрут, зеленое яблоко, ландыш. Я так и думал, что там что-то цветочное есть. Тубероза, роза, фиалка, сандал и белая амбра. Довольно насыщенный такой, я вам скажу, насыщенная пирамида с компонентами. Напишите прямо сейчас в комментариях, как вам вообще бренд Dinky вот в парфюмерной, будем говорить, в парфюмерном мире. Стойкость этого флакона от 4 до 5 часов держится. В принципе, для флакона классического дизайна нормально. Могли бы, конечно, мы любим с вами уже, мы знаем, такие, чтобы постойче было бы. Потому что ты должен понимать, что ты платишь деньги. Извините меня, копейки, говорится, и еврик у тебя уже в кармане. Рейтинг. И рейтинг у нас
вы будете не то что удивлены, я думаю, вы даже согласитесь. Парфюмеры оценили этот флакон, то есть эту серию, на 3,8 из 5. Возможно, хорошо, возможно, плохо, я не знаю. Но по мне заслуженная оценка, потому что они такие, мне кажется, быстро выветриваются, но не суть. Цена. То, что нас интересует, это у нас, знаете, 30 мл этого прекрасного флакона будет стоить 35 евро. То есть, вы понимаете, 1 мл, ну, считай евро, ну, грубо говоря. А теперь моя оценка, что я вам скажу этому летнему шлейфу. Для такого beach season, да, я, наверное, поставлю этому флакону 6 баллов. Это хорошие, легкие, вот знаете, собрались на пляж куда-то, либо в бар на 5-6 часов, вам этого хватит. Повейте огурцами, и все будет хорошо. А сейчас подписывайся на мой канал, потому что я открываю для вас полностью новый мир и ознакомливаю не только с парфюмом, а также с разными брендами, не брендами, масс-маркетом, антиквариатом и другими вообще, в принципе, вещами. Следующее, что попадает, это то, что было у меня недавно в руках. Все уже видят, все уже понимают, что это у нас Москино. И там у нас прячется что? Вот эта красота. Москино. Вы знаете, что да, Джереми Скотт любит все время удивлять этот мир, как и в дизайне, так и в духах. Он берет обыденные какие-то бытовые предметы и делает из них моду и стильное, что-то креативит. Давайте будем с вами сразу слушать, потому что я думаю, что вы... Я хотел нажать, да, на теплодумовом брызге, а ничего подобного. Это у нас, видите, как закрутилось, завертелось. И Москино. Слушай, я уже сразу чувствую, что это. Сразу говорю, мне это сразу отдало мылом, розой, ванной с пеной. Это чисто женские духи. Летние, сладкие, есть сладость. Вот это чисто летний. Вот зима? Нет, не зима, лето. Цветочные точно там есть ноты, однозначно. Цитрус. Мне кажется, там еще есть цитрус, возможно, даже лайм. Интересно. Ну что, теперь давайте будем смотреть, что вообще, в принципе, сам говорит на производитель. На минуточку. Об этом парфюме. Значит, они говорят, что это абсолютной свежести гламур. Ну да, гламур по упаковке мы даже видим. Яркий и ироничный аромат для женщины, которая не боится выделяться и относится к моде с юмором. Ну, Джереми Скотт, можно сказать, кыса. Джереми Скотт знает, что он делает. Значит, что у нас внутри? У нас внутри духи. Ну, вот и весь ответ, да? Ну ладно. У нас пирамида. Это розовый, грейпфрут. Я думал, цитрус все-таки лимон. Нет, розовый грейпфрут. А есть что-то разница розового грейпфрута и, не знаю, желтого грейпфрута? Вот даже вопрос. Интересно, кстати, может в комментариях написать, какая у них вообще, в принципе, разница. По-моему, красный грейпфрут, он был слаще. Либо он так и называется, розовый, но не суть. Черная смородина у нас там, ландыш, роза, гранат. Что? Розовый грейпфрут? Гранат, мускус, кедр и амброксан. Вот такой интересный, такая смесь у нас получилась в этом составе. 100% уверен, что он долго не держится, от 3 до 4 часов. Вот это стойкость этого парфюма. То есть, в принципе, это у нас стёб над флаконом, то есть самими духами, ну и стёб, можно сказать, над стойкостью. А чего нет? Попшикал, пошел купил новые. Ну, в принципе, ничего. Рейтинг, сами понимаете, такое сами парфюмеры оценивают всегда очень строго. Этот парфюм получил 3,7 из 5. У нас цена, значит, смотрите, за 50 мл стоит 50 евро, а это у нас с вами здесь, это не 50, это у нас с вами здесь 100 мл, а 100 мл стоит 75 евро. То есть, сами понимаете, выгоднее купить 100 мл. Но если вы не хотите много, покупайте все равно много. Теперь я оценю, что я поставлю этой оценке. Я думаю, что все будут удивлены, потому что легкий, летний, креативный для девушки, которая смелая, которая громкая, которая кричащая, подойдут эти прекрасные духи. Моя оценка 7.
Какой красивый у меня сегодня бант мой стилист. Постаралась не на шутку. Едем с вами дальше, можно сказать, передвигаемся по этому шлейфу духов. Вот в этот прекрасный нас встречает флакон Bioderm Eau Energy. Честно скажу, не знаю, первый раз в жизни вижу, либо, может быть, где-нибудь видел, но давайте чуть-чуть познакомимся с историей вот этого прекрасного флакона. Это у нас Франция, основанная в 1952 году, этот бренд. Значит, изначально это бренд премиальной уходовой косметики для лица и тела. Ну Bioderm, ну да. Их фишка — использование термального планктона из минеральных источников во французских Пиренеях. Интересно. Свои ароматы они выпускают не как духи, а как освежающие У меня, по-моему, духов уже все, уже вяжет. Обожаю вот эти вот слова. Освежающие ароматерапевтические дымки для тела, которые пахнут спа-салоном и уходом. Ну что, будем с вами смотреть тренд на парфюмерный wellness и ароматерапию. Жители европейских мегаполисов на самом деле обожают такие легкие уходовые воды для тела, как элемент утреннего спа-ритуала. Давайте будем с вами слушать, что у нас тут Bioderm приготовил. Ух ты, они прям бьют крепко в нос. Я вам скажу так, я чувствую фрукты. Как будто бы морковка. Вот фрукты, сочетание, как и яблоко, мне кажется, с морковкой. Йод, я не знаю почему, йод с солью. Как будто бы жасмин там еще есть. Такой, знаете, ну, интересный запах, но вот на любителя. Честно скажу, на любителя. Не каждому это понравится. Но он тоже будет летний, он тоже будет такой легкий, тоже вот для отдыха он максимально подойдет. Вот для офиса точно нет, на вечеринку, ну, возможно, вот поход в ресторан, вот какой-нибудь винный ресторан, либо ресторан Мишлен. Может очень даже хорошо подойти. Слушайте, интересно. Давайте будем с вами смотреть, что нам вообще говорит сам производитель об этом аромате. Начну говорить, что это пробуждающее чувство аромат натур-эссенция солнца и сочных цитрусов, который не просто парфюмирует, но и ухаживает за вашим настроением и дарит прилив сил. А что у нас внутри? А внутри у нас апельсин, мандарин, лимон, абрикос, жасмин, цикламен, мускус и кедр. То есть цитрусов у нас там на самом деле очень много. Ну да, видишь, я жасмин почувствовал, какой-то цитрус. Интересно, но я почему-то еще йод и соль почувствовал. Я не знаю, кто-то знает, как пахнет соль? Ну, соль есть соль. Стойкость. Ну, я думаю, что всем и так понятно, что стойкость здесь будет невелика, всего лишь от 2 до 3 часов. Ну, что есть, то есть. Хотя вполне нормально, да. Цитрусом очень сильно дает, на самом деле, цитрусом. И знаете, такой вот от него будет шлейф, я вам 100% говорю, такой легкий цитрусовый шлейф, такой прям вот летний, как будто вот началась вот раннее лето, уже вот все цветет, как будто бы уже или середина даже лета, когда уже вот этот вот цитрус, эти все ароматы пошли. И значит, у нас рейтинг, самое удивительное, что рейтинг у него, я вам скажу, неплохой, 4,1 из 5. Это для такого бренда, знаете, даже хорошая очень оценка. Ну, имею в виду то, что который занимался косметикой. И цена, что вы понимали бы, это у нас, в принципе, масс-маркет мы можем назвать. Почему? Потому что 100 мл у нас стоит примерно 40 евро. А как я его оценю? Ну, честно говоря, он сейчас по-другому начинает открываться, если честно. Я его оценю, знаете, пока я тут перебираю свои оценки, я его оценю, 200 раз сказал, 7 баллов. Хорошая оценка для Bioderm, я считаю. То есть, ну, если вы найдете где-то в магазинах на полках, то можете тоже послушать и написать в комментариях, как он вам. Ну что, вы что выбрали бы? Динки яблоко или такой летний кричащий аромат от Moschino? Напиши прямо сейчас в комментариях, потому что мне действительно интересно. Ну а с вами был прием из Bleskus. Это была ваша же любимая рубрика. Я с вами, вы со мной. Как мы говорим, пшик, до скорой встречи.